Привет, друзья! Скучали? Я тоже по вам соскучилась, но пока скучала, времени зря не теряла. Испекла для вас вот такой очень вкусный отрывной пирог с нежной творожной начинкой и кремом. Тесто волшебное, как пух, и готовится очень легко. Попробуйте. С моими любимыми зрителями я уже поздоровалась. А также я очень рада поближе познакомиться с нашими новыми зрителями и подписчиками. Привет, друзья! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. В миску наливаю 150 мл теплого молока и 50 мл теплой воды. Вода и молоко должны быть теплыми, но не горячими. Проверьте температуру чистым пальчиком. Добавляю 100 грамм сахара и хорошо перемешиваю. Теперь прямо сюда я крошу 20 грамм свежих дрожжей. Если у вас сухие дрожжи, возьмите 10 грамм. Перемешиваю. Разбиваю одно яйцо. И обязательно добавляю чайную ложечку ванильного экстракта для аромата. Если нет ванильного экстракта, добавьте ванильный сахар. Перемешиваю. И, конечно, маленькую щепотку соли для усиления вкуса. Теперь постепенно просеиваю примерно 400 грамм муки и замешиваю мягкое тесто. Муку добавляю не всю сразу, а частями. Сначала вымешиваю тесто в миске, а домешиваю на столе. И в процессе замеса добавляю по 20 грамм сливочного и растительного масла. Тесто по этому рецепту получается очень нежным, легким, как пух, ароматным благодаря сливочному маслу и в то же время не слишком сдобным и тяжелым, так как в тесто мы добавляем всего одно яйцо, а также вместе с молоком добавляем немного воды. С этим тестом вы можете готовить не только этот пирог, но и другие пироги, булочки, рулеты, все, что вы захотите. Перекладываю тесто на стол и хорошо вымешиваю. У меня на весь замес теста уходит примерно 7 минут. А я на выходных собралась испечь мой любимый яблочный пирог. С вечера подготовила продукты для пирога, достала масло из холодильника, утром проснулась, умылась, оделась и скорее побежала на кухню, чтобы к завтраку все успеть. Открываю дверь на кухню и вижу картину. Сидит наш любимый кот под столом и такой довольный лапы облизывает. А рядом валяется чисто вырезанная упаковка от сливочного масла. Не заметила я, как кот на кухню прошмыгнул, пока я умывалась. А масла оставался как раз последний кусочек. Бежать в магазин было лень, поэтому вместо пирога с яблоками я решила приготовить вот этот десерт без выпечки. Как раз накануне купили фрукты, и я просто отлично пристроила их в десерте. Кстати, десерт получился божественный. Если вы еще не видели этот рецепт, обязательно посмотрите. И фрукты можете брать любые, по сезону. Вернемся к нашему тесту. Я его хорошо вымесила, посмотрите, какое нежное оно получилось. Тесто немного липнет к рукам, и это нормально. Не добавляйте лишнюю муку, чтобы булочки получились воздушными. Лучше дольше вымешивайте тесто. Кладу тесто в чистую миску, накрываю полотенцем или целлофановым пакетом и оставляю на 1,5 часа в теплом месте. Тесто подошло. Обминаю его. Посмотрите, какое оно воздушное и нежное. Перекладываю тесто на стол и делю на порционные кусочки по количеству булочек. Каждый кусочек теста подкатываю вот такие шарики. И пока буду готовить начинку для пирога, лучше оставить шарики под пленкой или под полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. И для начинки я соединяю в миске 300 грамм творога. Добавляю к творогу 1-2 столовых ложки крахмала, я люблю использовать кукурузный крахмал. Сахар кладу по вкусу, примерно 4-5 столовых ложек. И пару ложек сметаны. И, конечно, как всегда, добавляю ложечку моего любимого ванильного экстракта для божественного аромата. Пробиваю творожную начинку блендером
Вот такой нежной и однородной получается творожная масса. Осталось только добавить к творогу изюм, мелко порезанную курагу или другие сухофрукты. Все смешиваю, и начинка для булочек готова. Беру шарик теста, присыпаю его мукой и немного раскатываю скалкой. Кладу творожную начинку. Большой плюс этих булочек в том, что начинки вмещается довольно много. А чем больше начинки, тем вкуснее булочки. Это давно известный факт. И вот таким образом защипываю края, формирую вот такую лодочку. А лодочка своей формой очень напоминает аджарские хачапури, те, которые с яйцом в серединке, правда, друзья? Повторяю. Приготовь, поделись, подпишись. Форму застилаю пергаментом и выкладываю булочки. Можно ускорить процесс и сразу раскатать все лепешки. Все делается очень быстро и очень просто. Накрываю форму пленкой и оставляю на 30 минут в теплом месте. Посмотрите, как поднялись наши булочки. Смазываю их желтком, смешанным с ложкой молока. Обратите внимание, смазываю только края, не трогая саму начинку. И отправляю пирог в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 20-25 минут. А пока пирог находится в духовке, я делаю вот такой вкусный крем-заливку для булочек. 200 грамм сметаны смешиваю с 3 столовыми ложками сахарной пудры. Как только пирог хорошо зарумянился, вытаскиваю его из духовки и заливаю булочки сметанной заливкой. Осталось вернуть пирог в духовку буквально на 2-3 минуты, чтобы сметанный крем немного схватился. Вот такая необыкновенная вкуснятина получилась. Пирог просто бесподобно красивый и вкусный. Только представьте, пушистое и воздушное тесто, как пух, нежная творожная начинка с изюмом и кусочками кураги. Только творог на творог совсем не похож. По вкусу и консистенции это как нежный крем или чизкейк. И все это великолепие завершает сладкая кремовая заливка из сметаны. А какой неповторимый ванильный аромат разносится по всему дому. Совершенно невозможно устоять, чтобы не съесть еще кусочек. Попробуйте и вы, друзья. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и поделитесь рецептом с друзьями в соцсетях. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Ну а я прощаюсь. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!